Всем привет, друзья! Сегодня я представляю вам такой автомобиль, как Toyota Camry 2014 года выпуска. Данный автомобиль, стоимость составляет 990 тысяч рублей. Выражаю благодарность автосалону «Автотрейд» за предоставление данного автомобиля на съемку. Вся подробная информация в ссылке в описании к видео. В этом обзоре мы детально рассмотрим экстерьер и интерьер этой Camry. Такие у нас ключи, простая комплектация, тканевый салон, 2.5 на автомате, 181 лошадка. Имеется также автосигнализация, автозапуск. Давайте начнем. Большой бизнес-седан. Легкие двери, они открываются на широкий угол. В этом автомобиле установлено 6 подушек безопасности. Тканевый салон, он сохранился в достойном состоянии, без потертостей, ровненький, неплохо. 4-спицевый кожаный пухлый мультируль. Он имеет множество механических регулировок. Вы знаете, для меня остается загадкой, почему у Toyota нет еще версии TRD, Toyota Racing Development. Я бы хотел увидеть полный привод на ней. Версия ведь 3.5 имеется, 249 кобыл. С передним приводом это, конечно, просто ураган. Я бы хотел увидеть TRD-версию с полным приводом, с активным дифференциалом, с шестиступенчатой механикой, с каким-нибудь злым горизонтально-оппозитным движком от VRX STF 450, а то и в 500 лошадок и с заоблачной стоимостью. Я думаю, этот автомобиль покупали бы с удовольствием. АМГ же берут, М-ки раскупают, РС-ки по заоблачным ценам. Я думаю, и Toyota бы тоже брали. Но для искушенного ценителя имеется продукт F-Sport у Lexus. Так было бы неплохо какую-то свежую нотку внести в TRD. Запускаем движок. Здесь 2.5, 181 кобыла, атмосфера, пробег 114 360 километров. Почти полный бак, ура! Такая странная мультимедийка, это не штатная система. Запускаем движок без проблем. Надпись по центру у нас Camry. Руль также оригинальный, его не перетягивали, без таких прям явных признаков износа. Приливы в местах хвата имеются. Довольно легкий. Так звучит гудок. Итак, друзья, рулевая колонка здесь регулируется как по высоте, так и по вылету. Притом диапазон регулировок очень широкий. Здесь установлен датчик света и датчик дождя. Теперь я предлагаю включить фары. Противотуманные фары, противотуманный фонарь, дальний свет фар. Как обычно, аварийную сигнализацию. Когда вы открываете дверь, высвечивается на бортовом компьютере и на вот этом дисплее индикация открытой двери. Электрорегулируемые зеркала, здесь они с подогревом. Огромные зеркала лопухи. Без проблем все просматривается. Имеется электропривод складывания. Один раз нажимаете на эту кнопку. Так они очень быстро загибаются. Блокировка стекол и центральный замок. Все 4 стекла здесь полностью автоматически, имеется подсветка. Вставки под дерево. Здесь тканевые вставки и довольно элегантные ручки с удобным хватом. Теперь я предлагаю открыть капот и детально рассмотреть экстерьер этой камрюхи. Здесь у нас находится рычаг, чтобы открыть капот. В топовой комплектации идет электролюк, кожаный салон с электрорегулировками, хромированная окантовка дверных рамок, надпись Camry. Цвет, скорее всего, это простой белый, не перламутр и не металлик. Огромные задние фонари. Очень много хрома. Хрома японцы явно не жалели, когда создавали это поколение Camry.
Имеется камера заднего вида, подсветка номерных знаков и огромная эмблема Toyota. Задние датчики парковки. Такой приглушенный выхлоп. И вот этот друг у нас. Привет! Силуэт автомобиля очень гармоничный. Многоспицевые легкосплавные диски. 16 дюймов, размер шин 215 на 60, шины Michelin. Диски сохранились в хорошем состоянии. Установлены брызговики. Хромированная накладка. Теперь я предлагаю рассмотреть днище этой Camry. И указатели поворотов, встроенные в наружные зеркала заднего вида, довольно яркие. Здесь находится ВИН-код автомобиля. Toyota Camry — это просто нереально ликвидный автомобиль, сверхнадежный. В стоимости потери минимальны, даже с годами. Здесь установлены ксеноновые фары, линзы. Имеются омыватели фар, передние датчики парковки и противотуманки галогеновые в хромированном обрамлении. Очень много хрома также на решетке радиатора. Проушина для буксировки.
Сейчас, детально рассмотрев экстерьер этого автомобиля, давайте перейдем к интерьеру, к самой интересной части. Тканевые вставки, слегка затертый подлокотник, динамики аудиосистемы, вещевой бокс, имеется подсветка дверей. В Camry установлен отличный уплотнитель. Алюминиевые накладки на порогах с надписью Camry. Рекомендации по давлению в шинах. Механические регулировки у кресел. По высоте спинка в продольном направлении. Притом диапазон регулировок очень широкий. Кресла такие пухлые. Они имеют развитую боковую поддержку. Очень удобные. Регулируемые подголовники, ремни безопасности. Открывание лючка бензобака и крышки багажника с места водителя, тросовый привод, ножник на американский манер. Здесь у нас диагностический модуль ОБД и предохранители. Как активируется этот ножник? Нажимаете на него, чтобы его снять, нужно еще раз нажать. В большинстве случаев, конечно, ножником не пользуются. Отключение системы трекшн контроля. Загорается у нас значок. Здесь у нас омыватели фар, отключение для датчиков парковки. Допустим, если вы что-то буксируете, чтобы они не пищали. И здесь у нас регулирование угла наклона фар. Теперь я предлагаю послушать звучание двигателя. Атмосфера 2.5, 181 лошадка. Очень надежный движок. Хорошо крутится, особенно с 3,5, с 4000. Прям такой пинок, подхват идет, учитывая, что передний привод тянет замечательно просто. Бесхитростные приборы легко считываются. Регулирование яркости подсветки приборов. И здесь у нас регулирование для бортового компьютера. Поездка А и поездка Б. Плюс одометр. Управление светом и поворотниками. Здесь у нас управление стеклоочистителями. Для дисплея кнопочка. Запас хода 556 километров. Средний расход. Сейчас он неправильный, потому что мы стоим. Средняя скорость, время работы 19 минут. Расход в режиме эко. И настройки, соответственно. Это язык, индикатор эко и выход. Вот, в принципе, все для этого дисплея. Прибавить и убавить звук для мультимедийной системы. 4-позиционный джойстик, кнопка ОК, назад. Отключение для звука, различные режимы. Здесь у нас кнопки принятия и отмены вызова для телефона. Черный пластик, вставки у нас также
пластиковый под светлый металл. Притом он разнофактурный, смотрится очень богато все. И вот эта тема мне очень нравится. Именно у 50-ки, с того момента, как этот автомобиль появился, вот эта якобы такая прострочка. И вот здесь она тоже продолжается, смотрится очень дорого. Хотя на самом деле это всего лишь твердый пластик. Здесь у нас традиционно для японцев цифровые часы с настройками. Дефлектор, вентиляция, хромированные вставки. И вот это у нас не родная мультимедийка, видите, для загрузки диска. Навигация у нас не работает в данный момент. DVD, радио, Bluetooth аудио, навигация. Здесь дальше аудио-видео, система, настройки, как видите, GPS, меню, лого даже имеется. Аудио, низкие и средние высокие частоты, касание, информация. Вот и все для этой системы. Прибавить и убавить звук, отключение, различные источники, GPS, SD-карточка у нас должна быть вот здесь для навигации, и здесь SD-карта для DVD. Отдельная кнопочка выведена под DVD, кнопки принятия и отмены вызова для телефона, и здесь у нас, соответственно, поиск станций. В этом автомобиле установлен двухзонный автоматический климат-контроль, регулировка для температуры, притом даже на этом дисплее отображается, интересно. Ход в полградуса имеется. Автоматический режим отключения, регулировка для потока воздуха, различные зоны, ноги, лицо и так далее. Регулировка для температуры, именно для пассажира. Активация для кондиционера. Рециркуляция. Передний и задний обогрев стекол, плюс обогрев наружных зеркал. Замечательно все работает. Подогрев сидений для пассажира и для водителя. Многоступенчатый. Обычно на камрюхах вот это дело как-то ломается и должным образом не открывается. В данном случае все прекрасно, еще не сломалось. Подстаканники, и здесь у нас прикуриватель, пепельница. Шестиступенчатый автомат, довольно расторопный. Имеется камера заднего вида, линии парковки. Неплохое разрешение у дисплея, ручное переключение, спортивный режим, плюс передача выше и минус передача ниже. Вставки под дерево и пластик. Все в лучших японских традициях. Здесь у нас розетка, вход AUX и USB, чтобы соединить свой любимый гаджет, и также пищевой бокс. Центральный подлокотник, как видите, он регулируется. Имеется коричневая прострочка и огромный вещевой бокс. Лучше не придумаешь для Camry, притом подлокотник такой мягенький. Салонное зеркало заднего вида, здесь оно у нас с автозатемнением. Контейнер для очков, сейчас его открывать не буду, он как-то выпадает. Штурманский свет. Здесь у нас также макияжные зеркала с подсветкой. Поручни утоплены в крышу, видите. Здесь предупреждение, все то же самое. Что мне еще нравится в Camry, что, по крайней мере, никаких причудливых сюрпризов этот автомобиль вам не подносит по мере эксплуатации. Мне безумно нравится и 20-й кузов, и 30-й, и 40-ка, и 50-й кузов. Сейчас вышла абсолютно новая Camry. Она мне тоже безумно нравится, но там уже видно, прослеживается доля маркетинговых уловок, а не доля именно инженерной мысли и мысли проектировщиков. По механической части именно у новой Camry я уж прям вообще молчу. В целом это очень достойные автомобили, которые служат своим владельцам из года в год верой и правдой. Я встречал уже слегка заезженные экземпляры Камрюх, прям в таком плачевном состоянии. Пробег там уже был чуть ли не под 500, 600, а то и 700 тысяч километров. Конечно, без слез на эти автомобили не взглянешь, но тем не менее еще автомобиль держался как-то из последних сил и требовал ремонтов. Если вы сейчас стоите перед выбором бизнес-седана
именно в БУ сегменте. Берите Camry, не сомневайтесь, не пожалеете 100%. Учитывая, что ценовая колотушка была подъемная, когда этот автомобиль был новый, его забирали за 1 300 000, за 1 400 000 и за 1 500 000, то на данный момент они не так прям сильно теряют в стоимости. Уж если новыми их разбирали как горячие пирожки, то на вторичке эти машины явно не задерживаются. Вот такая Camry с мировой надежностью. Что мне лично нравится в Camry, это непревзойденная плавность хода. Рулевое управление, по большей части, оно настроено на комфорт. Очень живучая подвеска, атмосферный силовой агрегат в тандеме с автоматом прекрасно работает. В общем, с точки зрения технических характеристик нет практически ни одного напрягающего момента. И с точки зрения эргономики все хорошо продумано. Салон действительно очень просторный, продуманный. Теперь я предлагаю переместиться на второй ряд сидений. Откроем крышку багажника и лючок бензобака. Традиционно для японцев это троссовый привод. К геометрии посадки существенных претензий нет. Второй ряд сидений, лючок бензобака. Держатель для крышки имеется. Здесь установлен детский замок, фиксатор 2 положения, чтобы дети не смогли открыть автомобиль изнутри. Также тканевые вставки, вставки под дерево, вещевой отсек, алюминиевые накладки на порогах с надписью Camry. И вот такой очень гостеприимный, уютный второй ряд. Складывается в соотношении 60-40. Имеется крепление для детских удерживающих кресел Isofix и крепление якорного типа. Места в ногах у меня предостаточно. Сейчас я сел сам за собой. В ногах у меня тоже достаточно места. Вот этот скрип издает крышка багажника, потому что ветер гуляет. Вешалка, боковые подушки безопасности. Посмотрите на толщину дверных картов. Солидно, все очень солидно. Вещевые карманы с обеих сторон. Существенный плюс, я считаю, идеально ровный пол, дефлекторы обдува. Кондиционер прекрасно работает. Интересный интерьер у Camry. В меру консервативный, с нотками эксцентричности. И вот здесь у нас откидной центральный подлокотник. 2 подстаканника, он мягкий. Обзорность назад неплохая. Имеется подсветка. И вот тут такая очень интересная и удобная система в ночное время. Такое точечное освещение. Вот здесь маленькая лампочка, но она прекрасно все освещает. В общем, довольно комфортный и уютный второй ряд сидений. Теперь я предлагаю взглянуть, насколько вместительно багажное отделение этого автомобиля. Притом сам профиль у сидений очень грамотный. Багажник по рамкам сегмента огромный. Здесь у нас складывание для спинок, удобный механизм, оригинальный коврик, домкрат, инструменты, запаска. И имеется подсветка багажного отделения, крепление для такелажной сетки. Одна удобная ручка справа, чтобы закрыть крышку багажника. Все обито тканью здесь также.
Такие же механические регулировки для пассажира, за исключением регулировки по высоте. Предупреждение. Здесь должен быть ВИН-номер автомобиля. И смотрите, еще даже вот здесь у нас имеется подсветка. Очень эффектно смотрится, особенно в темное время суток. Бардачок можно закрыть принудительно, допустим, если вы оставили автомобиль в сервисе, чтобы там не шарили. Здесь у нас вход USB имеется, именно под мультимедийку. Огромный, действительно огромный бардачок. Toyota Camry — это действительно лидер в своем классе. И он задает высокие стандарты. Поэтому конкурентам равняться именно под такие стандарты порой бывает очень сложно. Нужно учитывать, что это самый продаваемый автомобиль, и остаточная стоимость у Camry очень высокая. Но в то же время и криминальные элементы не обходят стороной этот автомобиль. Очень высок риск угона Camry. Поэтому ставят дополнительные защитные устройства, целый комплекс от штырей, которые блокируют саму коробку, соответственно, ставят штырь на руль, чтобы блокиратор сработал, и серьезные охранные комплексы. Не жалеют средств, защищают свое имущество по полной программе, потому что иначе можно просто лишиться такого прекрасного японского автомобиля. Предлагаю заглушить двигатель. Это уже признанный лидер в сегменте. На этом обзор Toyota Camry 2014 года выпуска завершен. Я надеюсь, вам понравилось. Всем удачи, берегите себя, всем хорошего настроения. Подписывайтесь на канал. Пока!